Привет, ребята! В августе 1900 года на обширных замерзших равнинах северо-востока Сибири охотник по имени Винтер Эбби Кон выслеживал лося. Прогуливаясь по берегам различных рек, он наткнулся на самое невероятное зрелище. Из-подо льда торчала туша огромного шерстистого мамонта, пролежавшего там более 40 тысяч лет. Потрясенный своей находкой, охотник поспешил сообщить об этом местным властям. Из Сибири до Академии наук в Санкт-Петербурге, находящейся на расстоянии примерно в 3000 миль, сообщение шло почти год. Но когда была организована экспедиция, ее немедленно доставили на место. То, что обнаружила эта экспедиция, ошеломило всех участников. Несмотря на то, что ему десятки тысяч лет, мамонт невероятно хорошо сохранился. Его каштановая шерсть была спутана и покрыта инеем. Кроме того, его рот был полон пищи, которая была сорвана, но не пережевана и не проглочена. Это создало представление о коренных зубах животного, оставленных как древняя запись на травинках. Когда ученые стали более внимательно рассматривать тушу, они обнаружили нечто еще более удивительное. Желудок животного был полон проглоченной и непереваренной пищи. По словам одного ученого, это выглядело так, как если бы мамонт был внезапно заморожен, вследствие чего наступила мгновенная смерть. Но было кое-что еще более странное. Сама пища. В желудке мамонта находилось более 40 различных видов растений. О том, что в Сибири существовали многие из них, мы даже не представляли. Это были теплолюбивые растения, которые сегодня можно найти в Мексике. Эта замечательная находка дополнила то, что обнаружили другие ученые при изучении мамонтов, обнаруженных в предыдущие десятилетия. Шерстистый мамонт просто не приспособлен для холодного климата. У него не было ни густого меха, ни толстого подкожного жира, защищающего от холода, как у других арктических животных. Смитсоновский институт в 1919 году заявил, что невозможно найти какой-либо аргумент в пользу адаптации мамонта к холоду. Несмотря на то, что мамонты были найдены в самых холодных местах на Земле, у некоторых ученых был точный ответ, что шерстистые мамонты не жили в арктическом климате. Скорее всего, они жили где-то в теплом месте, которое каким-то образом очень быстро стало очень холодным. Возможно ли это? И если да, то как? На протяжении большей части своей карьеры Чарльз Хепгуд не сильно выделялся среди других ученых своего времени. В 1929 году он получил степень магистра в Гарварде, после чего перешел к спокойной жизни, преподавая антропологию, экономику и историю в университетах Соединенных Штатов. Так продолжалось до конца 1940-х годов, когда Хепгуд наткнулся на нечто, что коренным образом изменило не только его карьеру, но и всю его жизнь. Все началось с того, что ученик одного из его классов задал, казалось бы, безобидный вопрос о затерянном континенте Атлантида. Хепгуд решил, что будет интересно исследовать этот вопрос со своими учениками. Но когда они занялись исследованиями, они начали находить информацию, которую совсем не ожидали. Это были геологические и астрологические данные, которые, казалось, предполагали нечто немыслимое. К середине 1950-х годов Хепгуд собрал из этих свидетельств удивительную теорию. Она получила название теория сдвига полюсов или, что более драматично, гипотеза катаклизма сдвига полюсов. Согласно Хепгуду, сдвиг полюсов – это когда вся поверхность Земли, то есть вся литосфера, внезапно проворачивается как единое целое на жидких слоях породы, то есть мантии, из которых состоят недра нашей планеты. Поэтому более научное название будет звучать так – теория литосферической катастрофы. Обратите внимание, что это не то же самое, что дрейф континентов, при котором движущиеся тектонические плиты отделяют массивы суши от континентов и наоборот. Сдвиг полюсов Хепгуда относится именно к географическим полюсам Земли, тем физическим точкам на земной поверхности, которые находятся на оси вращения. Движение географических полюсов означало бы изменение положения этих областей, то есть физического изменения положения этих мест на поверхности относительно оси вращения планеты. Помните обнаружение шерстистых мамонтов в самых холодных местах на Земле? Их тела не приспособлены к холодному климату, а их желудки полны теплолюбивых растений.
Возможно, они жили гораздо ближе к экватору, прежде чем сдвиг полюсов внезапно унес их в ледяную Арктику, замораживая их так быстро, что они даже не смогли доживать пищу. Интересно, что за много лет до Хепгуда к такой же гипотезе пришли ученые, изучавшие останки древнейшего шерстистого мамонта. Французский естествоиспытатель Жорж Кювье утверждал, что жизнь на этой земле часто нарушается ужасными бедствиями, которые могли опрокинуть и сдвинуть весь внешний хребет земного шара на большие расстояния. В 1847 году датский интеллектуал по имени Фредерик Клее предложил, что у планеты происходят периодические смещения по оси вращения. Очевидно, что теплолюбивые животные, найденные в Сибири, жили на этой территории тогда, когда сама Сибирь еще не находилась вблизи Северного полюса. В 1866 году президент Британского геологического общества сэр Джон Эванс опубликовал статью, озаглавленную «Возможная причина изменения положения оси земной коры». В этой статье он пытался объяснить теплолюбивых животных, обнаруженных в Арктике, смещением полюсов. Однако эти идеи не вызвали интереса и постепенно были оттеснены официальной наукой вплоть до работы Чарльза Хепгуда. В 1958 году Хепгуд опубликовал книгу «Движущаяся кора Земли», в которой изложил свою теорию и доказательства. Книга вызвала настоящий ажиотаж, и многие в научном сообществе назвали теорию движущейся коры в лучшем случае псевдонаучной, а в худшем нелепой. Тем не менее, несмотря на эту оппозицию, Хепгуд был не одинок в своих умозаключениях. При создании своей книги он сотрудничал не с кем иным, как с Альбертом Эйнштейном. Фактически к тому времени, когда она была опубликована, Эйнштейн был настолько важной частью процесса, что написал предисловие к книге. «Первое сообщение, которое я получил от господина Хепгуда, поразило меня как молния», писал Эйнштейн в 1954 году, заявляя, что теория сдвига полюсов Хепгуда имеет большое значение для всего, что связано с историей поверхности Земли. Он настаивал на том, чтобы другие ученые очень серьезно отнеслись к идее мистера Хепгуда. Возможно, наиболее убедительным доказательством смещения земной коры были расчеты, указывающие на то, что положение Северного полюса за последние 80 тысяч лет менялось трижды. На его нынешнее местоположение он переместился с места в Гудзоновом заливе. 50-55 тысяч лет назад в Гудзонов залив он переместился из области в Атлантическом океане, между Исландией и Норвегией. 75-80 тысяч лет назад он переместился в эту позицию с места на Юконе. Любопытно, что теория литосферической катастрофы непреднамеренно дает объяснение одной из древнейших археологических загадок на Земле. Мы знаем, что многие из великих древних памятников по всему миру спроектированы так, что даже отражают прецессию звезд над головой с такой невероятной точностью, что современные ученые задаются вопросом, как древние цивилизации могли создавать такие вещи. Однако, несмотря на эту почти невозможную точность, многие сооружения отклонены на несколько градусов от направления на Северный полюс. Ученые задаются вопросом, могли ли древние цивилизации сделать такие сложные расчеты, проектируя эти памятники, но испортить все, совершив ошибку в направлении всей конструкции. Используя все три предполагаемых смещения полюсов Хепгуда, исследователи обнаружили нечто невероятное. Столица ацтеков Теотиуакан была идеально выровнена на Северный полюс, а Северный полюс в то время находился в месте, предположенном Хепгудом, в Гудзоновом заливе. Такие места, как Чичен-Ица и 400-тонные баальбекские камни в Ливане, были идеально выровнены по полюсу Норвегия и Исландия. То есть два сдвига полюсов назад. Такие места, как Великая пирамида в Гизе, Ангкор-Ват, остров Пасхи и Мачу-Пикчу, располагались вдоль одной линии. Эта линия была экватором три сдвига полюсов назад. Эти древние стоянки могли быть построены в то время, когда полюса Земли находились вообще в другом месте. Вы должны учитывать, что руины, которые мы знаем сегодня, часто были построены на руинах еще более старых сооружений. Явное смещение этих древних мест, наблюдаемое в наше время, подтверждает теорию Хепгуда. Так это или нет, но идея о смещении в прошлом географических полюсов Земли основана не только на положении древних мест. Есть кое-что, добавленное уже современной наукой. В 2018 году исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters,
использовала географические данные, чтобы показать, что полюса Земли находились в другом месте между 12 и 48 миллионами лет назад. Для этого исследователи проанализировали горячие точки на дне океана, где магма просачивается сквозь земную кору. По мере того, как тектонические плиты Земли перемещаются над этими горячими точками, на них остается очевидный след. Изучив этот след, исследователи определили, как двигались сами горячие точки, и исходя из этого, как в далеком прошлом двигались полюса Земли. Они называют это движение истинным полярным смещением. Затем в конце 2021 года другое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, пришло к выводу, что в далеком прошлом Земля отклонилась. Изучив итальянский известняк на наличие магнитных отпечатков, исследователи определили, что около 84 миллионов лет назад Земля наклонилась примерно на 12 градусов, а миллионы лет спустя вернулась в исходное положение. Как говорится в кратком пресс-релизе, сопровождавшем исследование, ученые нашли много доказательств того, что Земля время от времени переворачивается. Если установлено, что сдвиги полюсов происходили в прошлом, то возникает вопрос, что заставляет Землю время от времени опрокидываться. В книге «Движущаяся кора Земли» Хепгуд и Эйнштейн предложили ответ, который они обдумывали. Дело в том, что неравномерное скопление льда на полюсах Земли дестабилизирует ее вращение. Слишком много льда с одной стороны, и Земля действительно опрокинется. В предисловии к книге Эйнштейн пишет: в полярной области наблюдается сплошное расположение льда, который несимметрично распределен вокруг полюса. Вращение Земли действует на эти несимметрично отложенные массы и создает центробежный момент, который жестко передается земной коре. Постоянный центробежный момент, произведенный таким образом, возрастает, и когда он достигнет определенной точки, произойдет движение земной коры над остальной частью земного тела. И это сместит полярные области к экватору. Несмотря на это первоначальное предположение, Эйнштейн и Хепгуд сомневались, что веса скопившегося льда будет достаточно, чтобы вызвать движение земной коры. И они продолжали регулярно переписываться, работая над проблемой до самой смерти Эйнштейна. Перед смертью Эйнштейна они пришли к выводу, что земная кора достаточно прочна, чтобы не поддаваться в той мере, в какой откладывается лед. То есть накопление льда на полюсах было бы недостаточно, чтобы вызвать литосферическую катастрофу. Вместо этого они пришли к выводу, что должна быть еще какая-то причина. Силы под поверхностью Земли, которые ускорили бы сдвиг полюсов. Каковы будут эти силы? Хепгуд и Эйнштейн не были уверены. Их ставил в тупик не только вопрос о том, как произошел сдвиг полюсов, но и насколько быстро это происходило. На протяжении всей работы Хепгуд колебался между верой в то, что сдвиг полюсов произошел мгновенно, и возможностью того, что он может занять гораздо большее время. С одной стороны, он использует такие слова, как поразительно внезапный и катаклизм. Он в то же время пишет о столетиях и тысячелетиях, причем на одной странице. В наше время ученые, показавшие, что полярные сдвиги происходили в прошлом, говорят, что они происходили в течение тысяч или даже миллионов лет. Однако такое медленное изменение не объясняет быстро замороженных шерстистых мамонтов. На самом деле изменения должны были происходить намного быстрее. Иммануил Великовский был психиатром и психоаналитиком. После его смерти, в 1979 году, газета «Нью-Йорк Таймс» описала его как человека необычайно одаренного. Иммануил Великовский родился в России в 1895 году и в 1921 году уже получил медицинскую степень в Московском университете. К 1940 году он переехал в Соединенные Штаты. Природное любопытство привело его к интенсивному изучению наслаивающихся друг на друга бедствий, записанных в древних рукописях и артефактах со всего мира. В 1950 году он опубликовал книгу «Миры в столкновении», в которой представил эффектный вывод своего исследования. Великовский писал: около 15 века до нашей эры Венера вышла из-за Юпитера в виде кометы. Эта комета прошла рядом с Землей, немного промахнувшись, что изменило орбиту и ось вращения Земли, вызвав мгновенный сдвиг полюсов на 10 градусов или более. Спустя 52 года после своего путешествия вокруг Солнца комета снова прошла мимо Земли с аналогичным результатом. Комета вышла на стабильную орбиту и стала планетой, которую мы сегодня знаем как Венеру,
но не раньше, чем столкновение с Марсом сбило эту планету с ее прежней орбиты. В результате этого столкновения Марс приблизился очень близко к Земле. И это происходило на протяжении 7 и 8 столетия до нашей эры. По словам Великовского, каждый из этих промахов приводил к катастрофам, которые были записаны в мифологиях самых ранних цивилизаций. Например, история Великого потопа, которая записана всеми древними цивилизациями по всему миру. Другими словами, мы можем констатировать, что литосферический сдвиг происходит мгновенно и с катастрофическими последствиями. Когда книга «Миры в столкновении» была выпущена, многие в научном сообществе восприняли Великовского как психа. Несмотря на это, книга стала бестселлером и возглавляла списки «Нью-Йорк Таймс» 11 недель подряд. Плюс был по крайней мере один мейнстримный ученый, который готов был участвовать в работе Великовского. Это был Альберт Эйнштейн. Точно так же, как и с Хепгудом, Эйнштейн много дискуссировал с Великовским о его теориях. Но с Великовским Эйнштейн демонстрировал своеобразную эстетику. Он говорил, что не исключает Великовского полностью, и на самом деле частично поддерживает его теорию. В 1946 году, за 4 года до официальной публикации, Эйнштейн писал о большом интересе к книге, которая доказывает, что действительно происходили катастрофы, которые надо приписывать внеземным причинам. Однако, замечал он, всякому здравомыслящему физику очевидно, что эти катастрофы не могут иметь ничего общего с планетой Венера. Эйнштейн сказал это более увереннее в 1954 году. Я могу сказать коротко: катастрофы да, Венера нет. Вполне возможно, что в мифах древних по всему миру зафиксирована целая череда разрушительных катастроф. И не исключено, что эти катастрофы были вызваны мгновенным смещением географических полюсов Земли. Шарль Этьен Брассер де Бурбур родился во Франции в 1814 году, в маленьком городке недалеко от Дюнкерка. В молодости он стал видным писателем на французской литературной сцене, но когда ему исполнилось 30 лет, ему захотелось большего. Он переехал в Рим, где в 1845 году был рукоположен в католические священники. Оттуда он отправился через Атлантический океан, чтобы стать профессором церковной истории в Квебеке, в Канаде. Вскоре тяга к приключениям взяла верх над ним, и он отправился на юг, в качестве миссионера, в Мексику и Центральную Америку. Но занимался он не только проповедями. В Мексике и Центральной Америке де Бурбур выступал в роли археолога, этнографа и историка. Он много путешествовал по региону и стал всемирно известным специалистом мезоамериканских исследований. Во многом его успех можно объяснить предполагаемой легендарной способностью Бурбура выслеживать редкие рукописи. Это упорство привело его к открытию утерянного кодекса Чимальпопока, документа, который, по мнению де Бурбура, содержал удивительную парадигму, которая изменит историю. Согласно де Бурбуру, древний текст описывает период из 4 катаклизмов, начавшихся в 10500 году до нашей эры, каждый из которых был вызван смещением географических полюсов Земли. Но дело пошло дальше. В своей основополагающей работе «Хронология истории Мексики», опубликованной в 1872 году, де Бурбур описал, как в этом древнем тексте говорится о развитой цивилизации, существовавшей до Европы или Азии и уничтоженной в период катаклизмов. Согласно де Бурбуру, древний текст был историей разрушения мифического континента Му, понимаемого сегодня как один и тот же потерянный континент Атлантида. Мог ли этот древний текст действительно быть историей атлантов? Опираясь на работу де Бурбура и его катаклизмы, Чарльз Хепгуд считал, что сможет собрать воедино кусочки Атлантиды. Континент Атлантида не утонул, а скорее быстрый сдвиг полюсов должен был переместить развитую цивилизацию Атлантиды из того места, где она находилась, в гораздо более холодную область. Атланты должны быть похожи на шерстистых мамонтов, быстро замороженных и погребенных подо льдом. По теории Хепгуда идеальным кандидатом на роль потерянного континента Атлантида на то время была Антарктида. Загадочный континент, погребенный подо льдом. У него было больше, чем предположение. На самом деле он был вооружен одним из самых невероятных артефактов в мировой истории. В 1465 году в историческом морском порту Галиполи в Османской Турции родился Пири Рейс.
За следующие 90 лет своей жизни он станет ничем иным, как одним из самых влиятельных морских деятелей в истории человечества. Он начал свою карьеру в плавании вместе со своим дядей, печально известным пиратом, а затем адмиралом Османского турецкого флота, участвуя во многих морских сражениях, пока его дядя внезапно не погиб во время шторма в 1511 году. Пири Рейс вернулся в Галлиполи и начал то, что воистину стало делом всей его жизни – историю мореплавания. В 1521 году Пири Рейс делает последние штрихи своей навигационной книги. Эта книга стала известна как один из первых географических шедевров и служила путеводителем для капитанов в Эгейском и Средиземном морях в течение 300 лет. И все же это была не самая невероятная вещь, которую Пири Рейс создал за свою карьеру. Самая невероятная вещь появилась на свет несколькими годами ранее, в 1513 году. Это была самая подробная карта мира, когда-либо созданная к тому времени. Пири Рейс сделал ее, используя в качестве исходных документов 20 различных карт и схем. 8 тематических карт II века из Греции, 4 португальские карты, арабская карта и даже карта, нарисованная самим Христофором Колумбом во время его путешествия в Новый Свет, из которого он вернулся всего 20 лет назад. Надпись на карте гласит: «Никто из ныне живущих не видел такой карты». И даже несмотря на то, что это один из самых невероятных документов, когда-либо созданных людьми, карта Пири Рейса в конечном итоге была утеряна для истории. Она была забыта на сотни лет, то есть до 1929 года, когда она была случайно найдена. В этом году турецкое правительство поручило немецкому богослову Густаву Тишману изучить выброшенные старые документы, которые пылились в библиотеке Верхнего копировального дворца в Стамбуле. Там Тишман и наткнулся на небольшой кусок пергамента из кожи, который, если его развернуть, представляет собой примерно треть исторической карты Пири Рейса. На пергаменте показаны западные побережья Африки и Европы, восточное побережье Бразилии и различные острова в Атлантике, причем с мельчайшими подробностями. Открытие вызвало международную сенсацию, и копии были немедленно приобретены учеными-исследователями и военно-морскими экспертами по всему миру. Среди тех, кто получил копию, был и Чарльз Хэпгуд. Изучая карту, он начал замечать удивительные и почти невероятные особенности. Во-первых, карта показала экстраординарное знание глобальной географии, а именно точное изображение южноамериканского побережья. Но как это возможно? Христофор Колумб отправился в Новый Свет всего за несколько лет до того, как была создана эта карта. И он был только в Карибском море и не бывал в Южной Америке. Существование южноамериканского побережья на карте Пири Рейса предполагает, что сам Колумб получил доступ к каким-то дополнительным местным картам, показывающим эти места. Еще более невероятным было то, что на карте был изображен континент Антарктида, без ледяного щита. Как такое могло произойти, учитывая, что официально Антарктида была открыта в 1773 году, то есть через 260 лет после создания карты Пири Рейса? Кроме того, последний раз Антарктида была свободна ото льда более 6000 лет назад. Это говорит о том, что оригинальные карты, которые использовал Колумб, были как минимум такими же старыми. Учитывая это, Хэпгуд заметил нечто действительно удивительное. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что в своих измерениях карта использовала передовую сферическую тригонометрию. Эта техника была недоступна на Западе до XVIII века. До этого момента было невозможно определить широту корабля в южном полушарии, поскольку единственным известным способом это сделать было указать на полярную звезду, которую нельзя увидеть в южном полушарии. Однако каким-то образом на карте Пири Рейса были точные измерения широты в южном полушарии. Это означало, что у создателей исходных местных карт, к которым Колумб получил доступ, было понимание сферической тригонометрии. Чарльз Хэпгуд еще раз собрал все кусочки воедино в своей книге от 1966 года, которая называется «Карты древних морских королей». По словам Хэпгуда, причина, по которой эти древние карты были такими продвинутыми, заключалась в том, что они, должно быть, пришли от сверхразвитой древней цивилизации Атлантиды. То, что Антарктида была показана свободно ото льда и с такими безупречными деталями, Хэпгуд считал хорошим аргументом. Другими словами, Антарктида – это Атлантида. Древняя цивилизация была уничтожена, когда быстрый сдвиг полюсов отправил ничего не подозревающих атлантов на Южный полюс,
хороня их как мамонтов под километрами льда. Но неужели это действительно возможно? Неужели затерянный континент Атлантида действительно погребен подо льдом Антарктиды? Согласно современной науке, одно можно сказать наверняка – здесь точно что-то скрыто. В 2016 году 3D-карты операции НАСА по созданию модели ледяного щита Антарктиды показали следы человеческих поселений, погребенных на милю подо льдом. Это гигантские подземные сооружения размером с Эйфелеву башню. В том же году на изображениях Google Earth было видно нечто похожее на огромную пирамиду, выступающую из антарктической тундры. В следующем году спутниковые снимки показали загадочную куполообразную структуру из концентрических овалов шириной 121 метр. В 2020 году изображения Google Earth показали высокую квадратную структуру, стоящую на льду. Как сказал один ученый, это были такие вещи, которые, если увидеть их где-нибудь в мире, то сразу говорят, что они определенно созданы руками человека. Но мы посреди Антарктиды. Тогда что это там делает? В 2021 году НАСА сделала, пожалуй, самое необычное открытие из всех. Это обширная сеть подземных водных путей. Обширная сеть подземных водных путей, скрытая под ледяным щитом на глубине от 2 до 3 километров, которые, казалось, были связаны со всей Землей. Может ли это быть системой водоснабжения, которую использовали те, кто оставил таинственные сооружения? Могли ли это быть атланты? Но для нас здесь можно поднять более насущный вопрос. Если изменения географических полюсов происходили в прошлом, и многие собрали доказательства, свидетельствующие о последствиях таких изменений. Если были исторические события, такие как разделение Красного моря, быстро замороженные мамонты, даже, возможно, полное уничтожение развитой древней цивилизации, то настоящий вопрос в том, что если эти вещи случались раньше, возможно ли, что они произойдут снова? 18 марта 1877 года в маленьком городке Хопкинсвилле, штат Кентукки, в простой и беззаботной семье родился Эдгар Кейси. Это обычное дело в этом месте и в то время. Однако однажды в возрасте 9 лет он получил опыт, который навсегда положил конец этой простой жизни. Сидя в своем любимом месте в лесу и читая Библию, он неожиданно столкнулся лицом к лицу с женщиной, с ангельскими крыльями и музыкальным голосом. «Твои молитвы были услышаны», — сказала она юному Эдгару. «Скажи мне, чего ты больше всего хочешь, чтобы я смогла дать тебе это?» Больше всего на свете он ответил: «Я хотел бы помогать другим, и особенно детям, когда они больны». Вскоре после этого удивительного опыта Кейси играл на школьном дворе, когда мяч ударил его в спину. Он получил травму позвоночника, которая повергла его в шок. Пока он был без сознания, его родители заботились о нем. И внезапно он начал перечислять ингредиенты для припарки, которая, как он утверждал, вылечит его. Его родители, которым нечего было терять, сделали и применили припарки. И Кейс чудесным образом проснулся. Однако он не помнил ничего из того, что говорил. Это был первый случай необычайного таланта Эдгара Кейси. Оказалось, что, находясь в состоянии гипнотического транса, он с поразительной точностью делал диагностику и давал указания на лечение болезней и травм, как для себя, так и для других. В 1910 году в газете «Нью-Йорк Таймс» сообщалось о Кейсе. Там говорилось, что необразованный человек становится врачом, если его загипнотизируют. Но Кейс был не просто врачом под гипнозом. У него была способность отвечать на вопросы о том, что уже произошло, и о том, что еще произойдет. Другими словами, во сне он мог не только ставить медицинские диагнозы, но и предсказывать будущее. По этой причине Эдгар Кейси стал известен как спящий пророк. За его 40-летнюю карьеру к нему обращались тысячи людей, включая таких светил, как Мэрилин Монро, Перри Гудини, Томас Эдисон и Вудро Вильсон. А когда он умер, газета «Вашингтон-Пост» назвала его самым известным экстрасенсом XX века. И самое удивительное то, что пророчества и его медицинские диагнозы зачастую были сверхъестественно точными. В начале 1929 года он предупредил о большом волнении в финансовых кругах, которое было неизбежно. Он точно предсказал крах фондового рынка, который всего через несколько месяцев приведет к Великой депрессии. В 1935 году он предвидел союз между Германией, Японией и Австрией, что приведет к тому, что весь мир будет охвачен огнем. Точно предсказав Вторую мировую войну,
Он также правильно предсказал, что два президента США умрут, находясь у власти. Это Франклин Делано Рузвельт и Джон Фитджеральд Кеннеди. И он неоднократно говорил о свитках, которые потом назвали свитками Мертвого моря. И это было за годы до того, как они были обнаружены. Снова и снова Кейси удивительно точно пророчит в делах большой важности, из-за чего некоторые называют его самым выдающимся мистиком со времен Нострадамуса. Но главный вопрос в том, прав ли Кейси в пророчествах о будущем. Например, в 1930-х годах была серия предсказаний, которые стали известны просто как земные изменения. Эти изменения обычно относятся к серии катастрофических событий, которые изменят жизнь человека на Земле. Крайне важно, что эти изменения будут ускорены соответствующим сдвигом полюсов Земли, а результаты будут катастрофическими. Кейси пророчит: Земля раскололась на множество частей. В верхней части Америки мы увидим изменение физического облика западного побережья. Открытая вода появится в северных частях Гренландии. Появятся новые земли в Карибском море, и появится суша. Южную Америку будет трясти от самой высокой части и до конца, и между Антарктидой и огненной землей пролив с бурными водами. Большая часть Японии должна уйти в море. Верхняя часть Европы изменится в мгновение ока. Земля появится у восточного побережья Америки. В Антарктиде произойдет волнение, которое вызовет извержение вулканов в жарких зонах. И Кейси даже предоставил карту того, как будет выглядеть Земля, когда произойдут эти шокирующие изменения. Во время пророчеств он говорил, что этот период катаклизмов начнется в 2000 или 2001 году. Когда начнется новый цикл? Мы уже более чем на 20 лет просрочили крайний срок. Поэтому кажется, что по крайней мере в этом предсказании спящий пророк ошибся. Но в 2001 году ученые начали замечать, что с магнитным полюсом Земли происходит что-то странное. Он двигался с неожиданно большой скоростью. Магнитный полюс Земли не совпадает с географическим полюсом, на который ссылается Хепгуд. Магнитный полюс – это сила, которая заставляет компас работать. Он не зафиксирован и находится в постоянном движении. Ученые даже говорят, что в прошлом он сместился на все 180 градусов. И все же с 2001 года он движется быстрее, чем ожидалось. На самом деле это происходит так быстро, что начинает сбоить современное навигационное оборудование. Невероятно, но теперь ученые подсчитали, что только в течение следующего десятилетия магнитный полюс Земли переместится более чем на 400 километров. Подумайте об этом. Это значит, что если вы используете компас, чтобы идти на север, то через 10 лет он приведет вас за сотни миль от того места, куда бы он привел вас сегодня. На самом деле в 2001 году магнитный полюс начал двигаться настолько тревожно быстро, что к 2011 году НАСА сочло необходимым опубликовать заявление, уверяющее людей, что сдвиги магнитных полюсов происходят постоянно и оказывают минимальное влияние на жизнь на Земле. Это было в 2011 году. Но последние научные данные говорят о совершенно ином. Науке известно, что в последний раз магнитные полюса Земли менялись местами около 42 тысяч лет назад, в период, известный как событие Ла-Шампа. Ранее ученые не верили, что это изменения оказали большое влияние на окружающую среду Земли, на растения и животных, которые там обитали. Но все изменилось в 2021 году, когда в Новой Зеландии было обнаружено окаменевшее дерево возрастом в несколько десятков тысяч лет. Прекрасно сохранившиеся кольца этого дерева дали ученым исключительно подробную информацию об экологических условиях Земли в прошлом. По словам одного исследователя, это было похоже на розетский камень. Неожиданно кольца показали, что когда магнитные полюса изменились, сила магнитного поля Земли почти исчезла, оставив Землю незащищенной от частиц высокой энергии от Солнца и Солнечной системы. Это вызвало опасный уровень ультрафиолетового излучения в атмосфере и значительно изменило погодные условия Земли. Результатом стало вымирание многих крупных млекопитающих, а люди были загнаны в пещеры, чтобы спастись от радиации. Некоторые считают, что это могло даже вызвать вымирание неандертальцев. Как сказал один исследователь, это было невероятно страшное время, почти как конец света. Подумайте о том, как быстро движется магнитный полюс Земли прямо сейчас. Некоторые ученые говорят, что это может означать, что следующее изменение просто неизбежно. Магнитное поле Земли может измениться даже в течение нашей жизни.
И даже НАСА признает, что прошло более чем в 2 раза больше времени с момента последней смены полюсов. По словам одного ученого, если магнитный полюс Земли перевернется, можете попрощаться с современной жизнью. Это будет означать конец всех электромагнитных технологий, спутников, интернета и телефонов, и даже электрических сетей вместе с массовым распространением таких вещей, как рак. Это может показаться вам ужасным, но на самом деле может быть еще ужаснее. Ученые отмечают, что причина, по которой магнитный полюс Земли движется сейчас так быстро, заключается в необычном экстремальном движении внутри расплавленного ядра Земли. Помните, что Эйнштейн постулировал, что скопление льда недостаточно для того, чтобы кора Земли соскользнула по ее жидкому центру, как отслаивающаяся кожура вокруг апельсина. Что должно быть что-то внутри Земли, что будет действовать как импульс, вызывающий настоящий сдвиг географических полюсов. Может быть, движение внутри расплавленного ядра Земли, которое происходит прямо сейчас, является импульсом, который в свое время предвидели Хепгуд и Эйнштейн. Примечательно, что в книге 1994 года «Мир в опасности» автора Кенни Уайта, сына знаменитого исследователя Арктики майора Мейнерта Уайта, использована геофизика, чтобы утверждать, что пусковым механизмом географического сдвига полюсов на самом деле будет инверсия магнитных полюсов Земли. Кен Уайт писал, что в результате повторных экспериментов было установлено, что по мере приближения магнитного полюса к географическому полюсу, магнитный полюс в какой-то момент ускорит скорость своего сближения. Как если бы центростремительная сила притягивала его к географическому полюсу. Но вместо того, чтобы полюса совпадали, магнитный полюс быстро переворачивался вокруг географического полюса, а затем устремился бы к экватору, как будто под действием центробежной силы. В конечном итоге достигнув положения, когда две оси принимали примерно 89-градусное расхождение. Может, это то, что происходит сейчас? Если это так, то нам не нужно просто беспокоиться об ужасающих последствиях потенциально неминуемого сдвига магнитных полюсов. Нам следует беспокоиться о сдвиге географических полюсов, который мог бы быстро заморозить нас как мамонтов, и который, возможно, уничтожил развитую цивилизацию Атлантиды. Это звучит серьезно. Так почему же мы не знаем об этом больше? Некоторые предполагают, что ученые и мировые лидеры знают о надвигающейся катастрофе сдвига полюсов больше, чем говорят. И что они скрывают эту информацию, чтобы избежать общественной паники. Интересно отметить, что в то самое время, когда Чарльз Хепгуд и Иммануил Великовский публиковали работы о феномене географического сдвига полюсов, ЦРУ заказала собственную работу по этому вопросу. А затем быстро засекретили его на 50 лет, пока отредактированная версия в 2013 году не стала доступна на сайте ЦРУ. Там была история Адама и Евы, так ее называли, которая говорила о скором сдвиге полюсов, который будет более драматичен и ужасен, чем это могли бы предположить Хепгуд и Великовский. Цитата. «С четверти дня до полудня полюса движутся почти к экватору, и ад вырывается на свободу. Атмосфера и океаны не двигаются вместе с земной корой. Они просто продолжают вращаться с запада на восток, а на экваторе эта скорость составляет 1000 миль в час. Это нормальная скорость для того, чтобы Земля могла сделать 1 оборот в день. Так как земная кора смещается с полюсами, направляющимися к экватору, ветры и океаны направляются на восток. Перемещаясь по поверхности Земли со сверхзвуковой скоростью, ветры заливают континенты водой глубиной в несколько миль. Возможно ли такое? И могла ли эта информация быть скрыта для того, чтобы избежать общественной паники? Что особенно интересно, так это то, как в последние несколько лет самые богатые и влиятельные люди в мире, такие как Билл Гейтс, Джефф Безос, и же с ними, начали скупать миллионы акров сельхозугодий по всему миру. Эта земля станет очень ценной и более важной для выживания после сдвига полюсов и затопления континентов. Можно задаться вопросом, знают ли мировые финансовые лидеры что-то, чего не знаем мы? Пишите ваши мысли в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.